Это очень важно. Досмотрите видео до конца. В конце будет сюрприз. Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сейчас мы с вами будем плести из бисера и творить красоту. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на кнопку подписаться под этим видео прямо сейчас, потому что это видео волшебное, и каждый, кто нажмет на кнопку прямо сейчас, будет иметь 10 лет побед. А самое главное, мы начинаем праздновать 10 тысяч подписчиков. На нашем канале уже 10 тысяч подписчиков. Спасибо всем вам, что вы с нами, что вы подписались. По этому поводу мы будем дарить подарки. И чем больше у нас будет подписчиков, тем больше будет подарков в будущих видео. Поэтому обязательно подписывайтесь прямо сейчас и ждите сюрприз в конце видео. В этом уроке мы затронем тему бисероплетения мозаика, мозаичное полотно, или как его еще называют, Piyot Stitch. Для мозаичной техники лучше всего использовать цилиндрический бисер. Это Delica, Treasures или Aiko. У нас цилиндрический бисер продается вот в таких тубах, примерно по 4,5 грамма. Еще у нас есть классная вещь в продаже. Обязательно присмотритесь к магнитным кейсам для игл. Это такая коробочка для игл, в которой внутри находится магнит. Видите, они здесь лежат и не вываливаются. С таким кейсом работать очень удобно. Вы просто храните все иглы в нем и не боитесь, что они у вас куда-то укатятся или потеряются. Берем одну иглу. Для работы с бисером я, как обычно, использую нитки Toha 1G. Возьму розовый цвет, потому что буду плести из розового бисера. Длина нити зависит от того, какой длины вы будете делать ваше украшение. Если это колечко, то возьмите, где-то вот столько. Если вы будете делать фенечку на руку, возьмите больше. И не забывайте про лайфхак. Вы можете начать плетение, не срезая нитку с катушки. И сначала используйте эту часть нитки, а потом отматываете нитку с другого конца катушки, отрезаете и продолжаете плетение в другом направлении. Поскольку мы будем делать колечко, то нитку я возьму вот такой длины, не очень длинную. Я думаю, что мне хватит. Вденем нитку в иголку. Мы подготовили для вас схему, ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Обязательно скачайте и нарисуйте себе какой-нибудь дизайн. Я нарисовала себе ромашки, и сейчас мы сделаем колечко с ромашками, но сначала давайте просто посмотрим, как эта техника мозаичное плетение устроена. В этом ролике мы рассмотрим мозаичное плетение из четного количества бисерин. Можно плести и с нечетным количеством бисерин, но этот способ мы рассмотрим когда-нибудь потом в одном из наших будущих видео, а сейчас четное количество. Я наберу, допустим, 6 бисерин на иголку. Набираем бисер, отводим его в конец. Оставьте здесь в конце небольшой хвостик, чтобы потом вставить сюда иглу и заправить этот хвостик в плетение. Набрали 6 бисерин первого ряда и набираем одну бисеринку второго ряда и проходим в обратном направлении во вторую бисерину с конца первого ряда. Вот таким вот образом. Прошли, подтянули, и видите, у нас бисеринка легла как кирпичик. Мы набираем еще одну и пройдем через одну. Таким образом у нас новая бисерина встанет вот сюда вот. Вот так вот оно и делается. Набираем одну и проходим через одну. В данном случае в первую бисерину первого ряда. И вот так вот бисеринки у нас легли, видите, кирпичиком. Продолжаем плести точно таким же образом. Набираем одну и проходим через одну. Видите, новая бисеринка прям сюда так и просится, так и просится. А раз она просится, то мы ее сюда и отправим. Опа, добавили. Теперь прям отлично видно, как у нас идет наша мозаика. Она укладывается прям как кирпич на стенке. Так и получается мозаичное полотно. Распечатайте себе этот файл, ссылка на который есть в описании к этому видео, и нарисуйте свой собственный дизайн. Я хочу сделать ромашки. Ромашки на 4 бисерины. Просто беру и рисую себе свой будущий дизайн. А потом плету по этой схеме, которую я сама себе нарисовала. Плести мы будем следующим образом. Начнем вот отсюда, наберем 2 черных бисерины, одну розовую и черную первого ряда. 2 черных, одну розовую, черную первого ряда, а затем розовую бисерину второго ряда набираем и проходим в розовую первого ряда. Отлично. Дальше действуем по схеме. Набираем следующую розовую и проходим через черную первого ряда.
И все, продолжаем плести, сверяясь с рисунком. Продолжаем плетение таким образом до тех пор, пока не сделаем полотно, полоску нужной длины. Мы делаем колечко, поэтому на такой длине я уже закончила. Это как раз обхват моего пальца. Если вы будете делать браслет, фенечку или чокер, то, соответственно, плести вам придется дольше. Сейчас я покажу, как сделать из этого колечко. На самом деле все просто, нужно просто закрыть и сшить. Подгадайте таким образом, чтобы у вас совместились рисунки. Мы просто приложим их друг к другу и пришьем. Берем один конец нитки, складываем полотно, проходим через все выступающие бисеринки первого и второго ряда. И вот таким вот образом мы и сшили наше полотно. Теперь заправим нитку. Нужно заплести по ходу плетения и завязать несколько узелков между бисеринами. Другую обязательно держим, чтобы у нас там сохранялось натяжение, все было нормально. Цепляемся иголкой за нитку и проходим в петельку, затягиваем узелок. Делайте это с изнаночной стороны, чтобы они потом у вас не виднелись на лице. И таким образом сделаем несколько узелков по ходу плетения, куда-нибудь туда-сюда ниточку нашу проведем. Отрезаем один конец нитки и точно таким же образом мы заправляем второй конец нити. Просто проходим по ходу плетения в обратном направлении, туда-сюда, делаем несколько узелочков и отрезаем нить вплотную. Получилось колечко. Примерим. Красота. Такие кольца можно украшать кристаллами Сваровски. Я сплела кольцо из однотонного полотна и расшила его кристаллами. Просто берем и пришиваем кристалл столбиком. Набираем бусинку, набираем маленький бисер. Здесь у меня 15-0 Toho прозрачный, чтобы его вообще прям совершенно не было видно. Проходим в обратном направлении. Посмотрите, к этому видео мы прикрепили схему, как мы это делаем. И цепляем куда-нибудь, вот уходим в плетение, ну вот, например, сюда. Все аккуратненько подтягиваем. Затягиваем. И таким образом мы украшаем, расшиваем наше колечко. Можете сделать вот такой вот маленький кустик, можете заполнить все, можете сделать браслет и расшить его. В общем, вариантов здесь масса, фантазируйте, украшайте как хотите. Я просто сейчас закрепляю нить, и мы заканчиваем еще одно кольцо. В общем, вот такие вот у нас колечки получились. Яркие, красивые, нарядные. Украшайте такими колечками себя, подруг и весь мир вокруг. И бонус для тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Прямо сейчас мы отдадим подарочный сертификат на покупку в интернет-магазине greenbird.ru, который, кстати, доставляет товары по всему свету. Для того, чтобы выиграть подарочный сертификат, обязательно подпишитесь на наш канал, пишите комментарии, какие еще ролики вы смотрите здесь на YouTube, на какие каналы подписаны, какая тематика вас интересует. Просто интересно поболтать, может быть, я открою что-то новое и для себя тоже. Пока-пока! Мы с вами будем делать колечко. Я взяла вот такой вот черно-бело-розовый триколор, символ моей страны, блесток единорога. Подожди. Мы подготовили для вас схему. Хочу сделать ромашки. Давайте плести. Как мне руку сделать? Два кольца. Собаки. Украшайте, фантазируйте. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Какие еще каналы вы смотрите здесь на YouTube? YouTube? О, это UK. YouTube. А US? YouTube, короче. Так, а что я хотела про YouTube-то сказать? Подписывайтесь на канал обязательно. Подписывайтесь на канал. Кто подпишется на канал, у того будет 10 лет побед. 10 лет побед. Подписывайтесь на канал. А кто уже подписан, то у того уже все, срок пошел.